Что такое хотеть зла? Это когда вы вытаращиваете глаза и утром ненавидите своих близких. То есть ты не такой, зачем ты это сделала, а вот так вот нужно было, вечная критика, вечная и так далее. То есть делаете жизнь людей, которые находятся вокруг вас, и делаете жизнь свою невыносимой. То есть эта невыносимая жизнь делает вас какой. И вот такая кака проживает и прикасается к эзотерике. И думает, что эзотерика ей поможет. Но вы должны знать, что эзотерика — это путь к счастью. Эзотерика — это путь к счастью, которая должна разрушать что-то, что сделал человек плохого. А за все плохое приходится отвечать. Поэтому в случае, если вы хотите что-то хорошее и ударила вас жизнь по попке, то это говорит о том, что вас ударили за то, что вы делали что-то, на шару и не рассчитались, за то, что обещали и не сделали, за то, что вы очень долго говорили гадости другим людям, за то, что писали и критиковали, за то, что ненавидели и там. Происходит отравление токсином, отравление вирусом, отравление энергетикой, отравление еще чем-то внутренней нашей жизни. И это проникает в наше тело. И человек начинает болеть, у него появляются с утра внезапные какие-либо заболевания, там, плохое настроение, болезненные ощущения, там, что-либо. Утром проснулся, настроение уже плохое. Вечером засыпаешь, и тоже плохое. И утром, и вечером нет сил, на всех раздражения и так далее. Произнося Агни Чая Мача, человек фактически очищает себя внутренне, делая внутреннюю свою энергию, эта энергия называется энергия Агни, внутренний огонь жизни, делает эту энергию чистой. То есть он буквально выглядит так. Пусть эта энергия создает чистоту мою, нравственную, душевную, очищает мое тело. Можно сказать, что Агни Чая Мача — это мантра от вирусов, глистов, состояний, психических болезней, от подключений, влияний, порчи. Люди пишут: Андрей Андреевич, как избавиться от сглаза, порчи? Вы знаете, есть тайна, она очень легко исполняется, ее прямо очень легко запустить. Она звучит так: если человеку хочется избавиться, и он ощущает, что у него сильные порчи, он должен на протяжении ночи перед засыпанием произнести, перед самым сном дышать через слог У. Ложитесь, губы вытягиваете и дышите так, как будто произносите слог У. Вот если произносить слог У, то в жизни начинает со следующего дня вести. И везет, и жизнь хорошая. А если хотите, чтобы в жизни было много богатства, везения, то на протяжении дня как можно чаще произносите слог А. То есть идете просто так, идете так, как будто через букву А разговариваете. Это очень эффективные методы, кстати. И говорите: отлично, раньше ты забирала у меня или вы забирали у меня, а теперь я вам сама отдаю все зло, мои болезни и так далее. И после этого вместо того, чтобы отдавать, отдавайте только то, что у вас плохое. У каждого человека, подобно символу инь и ян, обычно есть не только хорошие события в жизни, обычно это выглядит так: там, зарабатываю хорошо, но со здоровьем плохо. Со здоровьем и зарабатываю хорошо, но с детьми плохо. С детьми хорошо, только в своих отношениях разобраться не могу. Одним словом, постоянно, в случае, если жизнь энергичная, что-то да происходит, и, в общем-то, не печальное, но и, не, может быть, не совсем и хорошее. Так вот, если вы нашли подклад, или если вы нашли влияние какое-то, если вам там кто-то пишет, если человек хочет от вас боли, чтобы вы расстроились и переживали и болели, то отдайте. Последний день полнолуния ложите или кладете черную материю, ставите восковую свечу вечером и со своими слезами, прямо плача, и говорите, глядя на свечу, говорите: ставите свечу прямо в соль или на соль, насыпаете на черную материю соль, ставите свечу восковую, произносите: пусть все, кто желает и воздействует на меня магически в виде подкладов, там, вольтов, чего-либо, пусть это все магическое вместе с моими слезами, вместе с моими страданиями, с любыми приворотами и с глазами, пусть все идет в кристалл соли. После чего берете этот кристалл соли, заворачиваете в черную материю, выходите завтра, можно днем выйти, закапываете на перекрестке, можно не на перекрестке, в землю, и сверху ставите маленькую бутылочку, чекушку водки, открытую. Также есть мой семинар, если вам все-таки хочется дальше продолжать эту тему.
Есть семинар, называется «Избавление от порчи из глазов». Я их записал, 2 части. Если вам это интересно, можете переходить и смотреть. Так что дать отпор. Конечно, дать отпор. Галина нашла дома землю с могилы маминого брата в Кульке. Отец перевозил ее на родину умершего и забыл про эту землю, оставил ее дома. Возможно ли проблема со здоровьем? Возможно. У матери связано с этой землей онкология, последняя стадия. Что делать с этой землей дальше? Возьмите землю, посыпьте все цветы, которые есть у вас в вашем доме, в случае, если они имеются, не выбрасывайте и скажите: а теперь все обратно. А теперь все, что было, пусть идет все обратно. И цветы через цветы. То есть, если земля это забрала или земля навязала, то цветы все изменят, узлы поразвязывают и все создадут. Главное, чтобы они не позасыхали. Но они не позасыхают. У земли есть только одна энергия, которая может землю изменить. Это растения. Растения, они подчиняют землю. У мужа поясницу отпустила, пишет Вера Кириндясова. Информация. Трансформируйте. Как это сделать? Смотрите, если вы злитесь на кого-то, начните испытывать радость в этот момент. Злость мгновенно будет исчезать. В случае, если где-либо у вас что-либо болит, сосредоточьтесь на этом и постарайтесь ощутить в этом месте состояние радости. К вашему быстрому удивлению состояние боли исчезнет. Если хотите, можете там представить даже улыбку счастья. Такая трансформация очень быстро изменяет все в нашей жизни. Если ваш бизнес тонет и вам очень все не нравится, начните испытывать придумание бизнеса, состояние радости. Это тоже поможет вам восстановить ваш бизнес и сделать его процветающим. Еще раз помните об этом и радости всем. Ясновидящая, которая видит порчи из глаза и заставляет вас к ней обращаться, чтобы она вновь подтверждала, она там устраняла и так далее. Это одна из особенностей. Первое — напугать человека. Второе — сделать так, чтобы он решить никак не мог. Третье — заставляя его или выдаивая из него деньги. Вы попали на удочку мошенников и шарлатанов, и они, скорее всего, будут доить у вас деньги. И самое смешное, что даже я вам это говорю сейчас и понимаю, что вы уже настолько глубоко попали к ней, что быстро это все не закончится. Поэтому, что бы вам Дуйко не сказал, вы все равно будете искать возможности справиться. А она будет говорить, что никто не справится, это там она влияет, и будете носить ей деньги. Вот так. А она снова будет делать, а девочка ни при чем, потому что на вас никто не влияет. После этого можно магию возвращать. Каким образом ее возвращать? Запомните слово. В случае, если поставил обычный человек или обычный там кто-то пожелал, плюнул, махнул, я не знаю, там или магию навел, яйцо накатал, там шприцы подкинул, вольт произвел и так далее. Убрать это можно, произнеся 108 раз определенные слога. Сегодня я хочу вас познакомить с этими слогами. Они звучат так. Этот слог «Тидой дурак». Необходимо сказать «Тидой дурак» 108 раз. Таким образом, любая магия, наведенная на человека ранее, наведенная сейчас, будет полностью уничтожена, и вся магия вернется к тому человеку, который на вас эту магию поставил. И там, в этом китайском монастыре, я знал людей, которые всю жизнь прожили без стресса, у них не было стресса никакого. Все их стрессы заключались в том, что они один раз в году там проводили обряд, ну и ничего такого не было. Они не ругались, там очень такой приятный образ жизни вели. Я знал таких людей, и один из этих людей, он очень сильно болел, у него были жуткие артриты там и так далее. Ну и я говорю: почему у вас артриты, вы же разбираетесь в этом. Он говорит: я внутренне злой человек, меня бесят люди, те неправильно едят, те неправильно. Я, говорит, понимаю это все, но, говорит, это у меня такая карма, прожить просто с внутренними демонами, ничего с собой сделать не могу. Я над этим работаю. Он говорит: я люблю Будду, я люблю Дхарму, я люблю Сангху, но меня бесит, когда люди плохо едят. Меня бесит еще что-то, меня там бесит. И говорит: да, я добрый, но внутри оно все равно остается, поэтому я болею. Но когда-нибудь я с этим смогу. Помните, еще в самом начале говорил, что злость делает человека, скорее всего, очень больным человеком. Поэтому я часто говорю такие слова.
Злость возникает таким образом. Сначала идет то, чего у меня нет. Второе идет то, чего у меня нет, поиск обвинений того, кто в этом виноват. И третье, я злюсь на тех, кто в этом виноват. Понятно? Таким образом, это алгоритм, он всегда присутствует. Этот алгоритм имеет вот такое вот следствие. То есть я ищу то, чего у меня нет, после этого я ищу, кто в этом виноват, и после этого я начинаю злиться на тех, кто виноват, и на то, что у меня нет. Таким образом, я сосредотачиваюсь на то, чего у меня не хватает. А человек так устроен, что у него всегда не хватает еще чего-то. Эзотерически избавиться от зависти и злости соседей в многоквартирном доме. Мысленно их обожайте. Так и говорите: обожаю их, обожаю, мои хорошие, мои зайчики. Садитесь вот так, они там на той стороне говорят: вы мои золотые, вы мои хорошие, мои зайчики. Никогда не отвечайте зло. Уже обмотанная червями. Кто нашел в подушке? Ее же положили и похоронили. На колдовство ребенка. Ребенок нашел, наверное, да? Если нашли элемент магии, то элемент магии необходимо устранять. Каким образом? Первое, положить этот элемент магии, на него положить серебряную ложку, серебряную, там, что угодно, серебряную цепочку и так далее. После этого оно сутки должно полежать, и после этого серебро можете забрать, а все остальное сжечь. Нужно ли спать на этой подушке, дома лежит, можно ли на ней спать? Можно, если вы элемент обрядовой магии достали это сало и после этого выбросили и так далее. Вообще я хочу сказать вам, что если в семье нет любви, если в семье все вот пытаются жить по принципу там, украсть, стянуть, там, никто не хочет для семьи делать, если каждый озабочен... Я вообще предлагаю провести 5-дневный такой семинар, где я уберу вот эти порчи с глаза за 5 дней. Каждый день по 2 часа мне будет достаточно, чтобы провести там 20 обрядов. Порчи с глаза? Да, и я бы убрал все порчи с глаза у людей. Ого. Во всяком случае, в момент входа сейчас вот в этот стихию, Урана? планета влияния. Угу. Можно было бы сейчас, чтобы у человека не было тяжелых состояний и каких-то жутких таких обломов, чтобы и психически было. Как это проявляется? Нет сил, нет здоровья, упадок финансовый, моральный, психический, физический. Это все влияние урана. Урана — это еще и глухота. Это когда жизнь требует: давай, живи, хоти что-то, а у человека ощущение, будто нет, мне ничего не нужно, я совсем согласен. Да. Уран — это холод, и когда человек ощущает постоянно такой холод в себе, это воздействие урана. Бесчувственность, холод, нежелание видеть что-либо, плохое отношение к близким — это все уран. А когда он переходит? Да вот с сегодняшнего дня. И сколько по времени? 7 лет. Будет длиться. 7 лет будет длиться, да. А провести когда надо? Хорошо было бы сейчас, в ближайшее время. Этот обряд делается раз в год. Можно. Слушай, мы успеем собрать людей, как ты думаешь? Да, успеем, конечно. Ты что, Мне писать? кажется, каждый пиши. Ладно, пишу. Так я бегом тогда пишу. Пишу. Ритуалы от порчи. Итак, иногда человек начинает ощущать, что с ним происходит что-то непонятное. Появляется слабость, уходит энергия, нарастают тревожные состояния. Все это может быть признаком порчи. Как она проявляется? Это не просто негатив, это тонкие нити, которые обвивают душу, связывают ее, не дают проявляться, заставляют страдать. Там, где наша душа, появляется плотная оболочка, похожая на ореховую скорлупу. Она не дает душе жить, светиться, радоваться. Что необходимо делать, если вы чувствуете воздействие? Определите характер внутреннего состояния. Если ощущается тяжесть, связанная с долгами, прошлым, станьте лицом на север. Если наблюдается недостаток денег, энергии жизненного движения, станьте лицом на юг. Займите устойчивое положение, закройте глаза, сделайте глубокий, спокойный вдох, почувствуйте душу внутри, представьте, что она окружена оболочкой плотной и замкнутой, и на медленном выдохе, мягко и решительно, представьте, будто 2 руками вы разрываете эту оболочку, делаете это мысленно.
внутренним намерением. Воображайте, что ваша душа раскрывается в виде еловой шишки, теплой, живой, испускающей солнечный или лунный свет. Пробудьте в этом состоянии, понаблюдайте, как начинает возвращаться энергия, как облегчается дыхание, как исчезает чувство внутреннего давления. Ваша душа освобождается, свет возвращается в равновесие. Такой ритуал можно повторить при необходимости, особенно в моменты, когда ощущается внутреннее напряжение, отток сил, чувств, отрешенности. Никто не имеет власти над вашей душой, она принадлежит только вам, и она сильнее, чем вам кажется, и в ваших силах ее освободить от пола. А также расплатой будут неожиданные неприятности в вашей жизни. Поэтому в случае, если вы злословите, критикуете близких, обязательно помните, это приведет к неприятностям, которые возникнут в вашей семье. Еще Будда говорил, ответ на зло порождает новое зло. В этом кроется суть всех страданий человечества. Когда мы отвечаем злом, мы продолжаем цепочку ада, мы усиливаем боль, входим в круг, который вообще невозможно разорвать снаружи никаким образом. И да, сегодня многие люди переживают именно это, тут круговорот ада в семьях, вместо поддержки обвинения, вместо тепла холод и претензий. И кажется, что рядом не любимые люди находятся, а враги. Словно не живут, а выживают, уничтожают друг друга, орут друг на друга, дерутся. И это продолжается снова и снова, вновь и вновь. Я хочу вам напомнить, эзотерическим ответом на любое зло это поцелуй, это любовь, это мягкость, нежность, даже когда больно и хочется наоборот. Именно такой жест, он способен не просто остановить зло, он переворачивает цепочку ада, оканчивает ее. Это выход, который не приходит извне, он зарождается в нас, в сердце. Пусть вашим ответом на разрушение будет созидание. Пусть в ваших словах всегда будет тишина мира. Пусть даже в самые темные минуты ваша душа скажет: я не продолжу это зло, я обниму, я поцелую. Пусть все в моей жизни изменится. Счастья всем! Также в случае, если вы боретесь и хотите, чтобы правда была на вашей стороне, всегда помните. Для того, чтобы правда была на стороне вашей, вы должны игнорировать зло. А игнорировать зло — это быть холодным ко злу. Таким образом, если у вас суд, и это вас возмущает, вы злитесь, ругаетесь, материтесь, всем рассказываете, вы его проиграете. Потому что побеждает тот, кто более хладнокровен. Игнорируйте зло, будьте холодными к злу, не страдайте из-за зла, тогда вы будете всегда в выигрыше. Вот в этом случае вам код поможет. А если вы будете обвинять всех, рассказывать об этом, то вы никогда в жизни ничего не сделаете. Я вообще когда-то говорил: не критикуйте, не ругайте, не обвиняйте, радуйтесь. Таким образом жизнь будет другой. Нет, то этого не произойдет. Можете не сомневаться. Но тоже существует. В эзотерике считается, что в случае, если человек боится чего-либо и ощущает, что на его семью влияет, кто-то хочет там подклад сделать, кто-то хочет повлиять каким-то образом, то такой человек может найти для себя артефакт и верить в него. Почему? На самом деле такой артефакт ему не помогает. Но этот человек, который верит, что он ему помогает, он купирует у себя желание страха. То есть ему посоветовали, он положил, страх у этого человека исчез. На кого можно влиять? Помните, я когда-то говорил: напугай человека, и после этого влияние на этого человека возможно. Но если этому человеку все равно, повлиять на такого человека невозможно никак. То есть если человеку все равно, если человек ни на что не обращает внимания, если человек говорит: тьфу на тебя, все равно, тьфу, что за ерунда, то повлиять на человека невозможно. Такой блуд обычно происходит на фоне либо приворота, либо какой-то порчи, либо какой-то проблемы там, сексуального плана в семье, которая тянется. И вот такие становятся люди. Они не могут жить счастливо, такие люди, потому что с кем бы они ни жили, у них будет все время хоботок направлен от семьи. И они не смогут никаким образом с этим справиться. Это эзотерическая проблема. Такой блуд таким людям мешает. Да, им как бы они ни хотели или с кем бы они ни спали, у них все время будет желание кого-то найти, с кем-то переспать с другими людьми. Это проклятие. Такое проклятие убирается, такие проклятия, с ними можно работать. Есть другие проклятия, есть проклятие сознания, когда у человека растягивается и сознание, у человека появляется там лицо, и разные бывают лица.
такие уникальные, это как ветер на приворот. Можно ли сейчас нейтрализовать и нужно что-то делать? Нет. Дело в том, что такие заговоры, в случае, если заговор результативно исполнился, то тогда уже делать ничего не нужно. В случае, если он не исполнился, то за много лет вы уже как-то им рассчитались, то есть как болезнь отдали или так далее. Как нейтрализуется заговор такой? Делается это так. Человек говорит, я когда-то сделал этот заговор, каюсь, я никогда больше не буду его делать. И представить, будто тот момент, который вы представляете, сжигаете его на пламени восковой свечи, которая, кстати, должна стоять от вас по левую сторону. День мастер, чи є на мені зла, порча, прокляття, чужий негатив, крадник. Крадник есть, порчи с глаза нет, проклятия не увидел тоже в семье. Наталя Позгарна. Доброго дня, шановний Андрій Андрійович. Почала займатися езотерикою і весь час у мене в житті різні випробування. Я живу як на вулкані, спокійного життя в мене немає. Що зі мною? Дело в том, что ответить на этот вопрос я не смогу. Для того, чтобы ответить на вопрос, вы должны сказать, какой вы эзотерикой занимаетесь. Дело в том, что эзотерики рознь. В случае, если вы занимаетесь не моей, то я представляю, что вы там делаете. Вообще, мне неудобно это говорить, но занимайтесь у меня. Потому что я выхожу в люди, объясняю все и могу понять, что же происходит. Корень всех видов зла, он связан не с людьми, которые вокруг находятся, вокруг людей, вокруг человека, а находится этот корень зла в самом человеке. И этот корень зла называется злость. И этот корень зла, его необходимо поменять или переключить на состояние доброты или добра. Вот это состояние добра, это состояние, которое может изменить всю жизнь человеку. И это почему люди злые? Ну, у этих людей может быть болезнь, они могут чувствовать себя плохо, у них могут неправильно гормоны работать, у них может быть старость, климакс, у них может быть артрит, о котором вы не знаете, недосыпание, психические заболевания, страдания и так далее. Они страдают. Вот смотрите, когда человек страдает и ему плохо, разве нужно обижаться на него в этот момент? А там пьяный пришел, ну пьяный пришел, и ему плохо, он уже с бодуна, разве? Меня злил окружающий мир, меня злили люди, которые меняли колеса на моей машине, меня злили люди, с которыми я жил и общался, мне злили сотрудники за то, что они не делали так, как я хотел, а я хотел по-правильному, чтобы они делали. Меня все злило. Вот злило и дозлило. Недавно у меня была женщина, вот так передо мной сидела, и я ей задал вопрос. Я ей сказал, вы сейчас болеете онкологическим заболеванием. Скажите, был ли у вас процесс того, что вас все злили вокруг до того момента, пока вы не заболели? Она говорит, да. Меня реально очень сильно злили люди. Меня злили близкие. И говорит, у меня работа была, я была большой начальницей, и меня все злили. А злили в том, что не делали так, как я хочу. Меня без конца подставляли, еще что-то случалось. Поэтому сломала мою судьбу в свое время, и мне было очень тяжело разобраться в этой судьбе. Это то, что я был злым человеком. А с чего начинается злость? Это не значит, что я чувствовал злость. Злость начинается с того, что ты начинаешь кого-либо в чем-либо. Я в свое время тоже выбирал путь страданий и тонул бесконечно. Всем жаловался, на всех был злым, всех ненавидел, всему завидовал. И этот путь, он нельзя сказать, чтобы у меня не было денег. У меня очень хорошая цифровая мандала или цифровая карта в жизни. Мне как-то повезло и с финансами, и с умом, и с хорошим рождением, и со всем остальным. Но не повезло с характером. Характер был очень такой властный, жесткий, и всегда всему там то завидовал, то меня бесило, то раздражало, то бурчал. И вот в возрасте уже 30 лет, имея уже и квартиру, и, в общем-то, и отношения, и все остальное, я замучил всех, потому что бурчал на всех. И вот знаете, я могу сказать через призму своей жизни свои достижения. Нет, они не касаются материального благополучия, хотя с этим тоже хорошо. Моими достижениями является то, что я нашел для себя возможность радоваться жизни. Происходит
отравление токсином, отравление вирусом, отравление энергетикой, отравление еще чем-то внутренней нашей жизни. И это проникает в наше тело. И человек начинает болеть, у него появляются с утра внезапные какие-либо заболевания, там, плохое настроение, болезненные ощущения, там, что-либо. Утром проснулся, настроение уже плохое. Вечером засыпаешь, и тоже плохое. И утром, и вечером нет сил, на всех раздражения и так далее. Произнося Агни-чая Ямача, человек фактически очищает себя внутренне, делая внутреннюю свою энергию, эта энергия называется энергия Агни, внутренний огонь жизни, делает эту энергию чистой. То есть он буквально выглядит так. Пусть эта энергия создает чистоту мою, нравственную, душевную, очищает мое тело. Можно сказать, что Агни-чая Ямача — это мантра от вирусов, глистов, состояний, психических болезней, от подключений, влияний. И накапливать в себе вот такую гадость не нужно. Вам необходимо написать статью. Вот, допустим, взяли лист бумаги и напишите статью. Допустим, там есть люди, которые против вас что-то плохое говорят. А вы напишите статью для себя на листе бумаги, допустим, почему вы считаете, что они негодяи и не должны этого делать, потому что они там, и начните писать это, и после этого придумайте, как бы вы хотели этим людям отомстить. Написанное намерение на бумаге сложите и положите где-нибудь. Теперь это будет являться письменным договором между их злом и вашей нейроидеей. Данная нейроидея, которая написана у вас на бумаге, создаст условия, поверьте мне, при котором они больше никогда в своей жизни не захотят делать вам ничего плохого. Это удивительный такой метод, поверьте мне, он 100% работает. Можете подсказать, что делать? Темный маг сломал мне уже 3 защиты, оберега, делает всякие гадости, я делаю тренажер от зла. Приобретать курс от проклятий и порчи, и я мотоциклист. Может, есть какой-то обряд, не то чтобы была заметнее на дороге, что-то можете еще порекомендовать. Убрать любые порчи с глаза и все остальное поможет просто выполнение ритуальной защиты. Делайте ритуальную защиту ежедневно, 2 или даже 3 раза в день. Помните, я даю это. Айм Хридая Намахом Клим Ширай Свахаум Сакушики Авасат. Если человек выполняет ритуальную защиту, повлиять на него с помощью магии никто не сможет, какую бы магию ни использовали. Даже вуду не проникает. Почему? Дело в том, что там используются определенные тайные слога и замыкания, которые являются защитой. Сломать такую защиту может только тот человек, который знает, что вы ее ставите. Именно таким образом. Таких магов не бывает. Остановить влияние такого колдуна, то сделайте так. Если у вас частный дом, то вам необходимо взять нож какой-нибудь, нарисовать мелом треугольник, представить или сказать, пусть колдун появится, и воткнуть этот нож прямо в середине этого треугольника. Тогда если это дома вы делаете, то можно внутри в квартире воткнуть нож в раму. Так, чтобы он стоял на протяжении или торчал из рамы вашей оконной на протяжении, хотя бы, 1,5–2 месяцев. И только после этого можно магию возвращать. Каким образом ее возвращать? Запомните слово. В случае, если поставил обычный человек или обычный там кто-то пожелал, плюнул, махнул, я не знаю, там, или магию навел, яйцо накатал, там шприцы подкинул, вольт произвел и так далее. Убрать это можно, произнеся 108 раз определенные слога. Сегодня я хочу вас... Когда вы будете засыпать, представьте, будто вы видите на своем сердце огромное количество огненных глаз. Эти глаза имеют название, и я когда-то об этом рассказывал на своем семинаре «От порчи из глаза», по-моему, 2-я часть. Если человек при засыпании складывает руки и при засыпании представляет, будто в своем сердце он видит огненные глаза, хотя бы несколько секунд, если он это представляет, то все зло, которое на человека воздействует на протяжении жизни, будет закончено и отдастся тому человеку, который это сделал с ним, даже если это кармически. Делать это для себя можно, а также для того человека, о котором вы... Есть мой семинар, он называется «Порчи из глаза», 1-я часть.
Посмотрите его внимательно. Я там рассказываю в этом семинаре «Порчи из глаза» первая часть, как возникают порчи, от чего они возникают, что такое сглазы, как проявляется проклятие, как их можно просмотреть, что будет, если у человека устранять. На второй обновленной ступени я эту тему развивал, что такое эгрегоры, каким образом это устроено. Нельзя анонизма. Вообще нельзя. Там появляется дырка у мужчины, то есть каждое семя извержения, которое сделано без женщины, оно считается грехом, который искупается только постом. У мужчины там появляется дырка, через эту дырку постоянно на него происходит влияние, хочет он этого или нет, делать этого нельзя. В Библии написано, что лечится это постом, вот считайте, что там нужно теперь отпоститься. Выберите один день, допустим, четверг или там какой-либо другой, это не имеет на самом деле значения, кроме воскресенья. В воскресенье пост не принят. И вот один день поститесь на протяжении дня. Что значит поститесь? Вообще ничего не ешьте. Воду пейте, но ничего не ешьте. Говорите, все, отдаю свои долги, отдаю все порчи тем, кто эти порчи навел. Нельзя анонизма. Вообще нельзя. Там появляется дырка у мужчины, то есть каждое семя извержения, которое сделано без женщины, оно считается грехом, который искупается только постом. У мужчины там появляется дырка, через эту дырку постоянно на него происходит влияние, хочет он этого или нет, делать этого нельзя. В Библии написано, что лечится это постом, вот считайте, что там нужно теперь отпоститься. Выберите один день, допустим, четверг или там какой-либо другой, это не имеет на самом деле значения, кроме воскресенья. В воскресенье пост не принят. И вот один день поститесь на протяжении дня. Что значит поститесь? Вообще ничего не ешьте. Воду пейте, но ничего не ешьте. Говорите, все, отдаю свои долги, отдаю все порчи тем, кто эти порчи навел. Постоянно смотреть в зеркало. Если человек склонен все время заглядывать в зеркало, это говорит о том, что у него много либо порчи, либо сглазов. То есть при разговоре постоянно хочется смотреть, постоянно. Не упускают возможности посмотреть в зеркало. Понятно? Второе. Такие люди стараются всегда кого-либо чему-либо учить. Научение. Я не хочу ничего никого учить бесплатно. Заплатить будем учить. Нет, буду слушать только. Я считаю, что порчи и сглазы — это ярая ненависть религии и ярое желание пребывать в религии. Потому что я считаю, что религия — это элементы, которые были придуманы. Рассказать вам когда? После 1670 года. Я обижаюсь, это последние деньги, меня это беспокоит. Я очень злюсь на этого человека. Смотрите, человек обычно говорит, этот человек виноват. Второе, я в чем-то виноват и так далее. Для кого это вывод? Если человек так думает, я виноват там, или кто-то виноват, то решение не приходит. То есть, если человек злится на того человека, который занял деньги, если он его ненавидит, то он решение не принимает. Когда его может отпустить? Он должен стать на противоположную сторону. На противоположной стороне нужно сказать себе, я идиот. И вывод, больше никогда никому не займу. И дальше, я не лох. Человек говорит, я больше никогда... Андрей Андреевич, обнаружила около косяка входной двери снаружи воткнутую иголку. Что с этим делать? Не торопитесь выгонять иголку. В случае, если игла была поставлена вам для того, чтобы навести вам порчу, то заберите, раз вы заметили то, что вы хотите. Скажите, пусть тот, кто воткнул, отдаст мне, и дальше рисуйте крестик, представляя плюс свое богатство, свое здоровье, свое везение и свой успех. А от меня пусть возьмет, и дальше крестите, и говорите, а от меня заберет наши болезни, наши страдания и так далее. И пусть оно висит, ничего с этой иголочкой не делаете. Раз вы заметили,
Раз вы это... Можно еще нарисовать треугольник пальцем вокруг. Дело в том, что треугольник аннулирует влияние вот такого, можно назвать, вольта или подклада. Можно сказать, во имя Отца и Сына и Святого Духа, если вы веруете. Любое страдание, которое возникает в виде чувств у человека, является пороком. Любое страдание, которое человек создает у себя, является пороком. Каким образом это происходит? Обижаетесь вы, злитесь, нервничаете, там, смотрите. Неважно из-за чего и неважно почему это происходит. Неважно. Вы должны знать, что той энергии, которая называется закон, важно, чтобы там, где находится ваша душа, создавалось состояние радости. Да. Вот смотрите, как человек обычно живет. Человек говорит, мне не нравится это, мне не нравится то, я там раздражаюсь, мне там бесит и так далее. Но дело в том, что это все создает определенную вибрацию. Кстати, что такое вибрация? Вибрация это... Можете подсказать, что делать? Темный маг сломал мне уже 3 защиты, оберега. Делает всякие гадости. Я делаю тренажер от зла. Приобретать курс от проклятий и порчи. И я мотоциклист. Может, есть какой-то обряд? Не то, чтобы была заметнее на дороге. Что-то можете еще порекомендовать? Убрать любые порчи с глаза и все остальное поможет просто выполнение ритуальной защиты. Делайте ритуальную защиту ежедневно, 2 или даже 3 раза в день. Помните, я даю это. Айм Хридая Намахом Клим Ширай Свахаум Сакушики Авасад. Если человек выполняет ритуальную защиту, повлиять на него с помощью магии никто не сможет. Какую бы магию ни использовали. Даже вуду не проникает. Почему? Дело в том, что там используются определенные тайные слога и замыкания, которые являются защитой. Сломать такую защиту может только тот человек, который знает, что вы ее ставите. Именно таким образом. Таких магов не бывает. Или помириться хотите, одевайте серебряную монетку. Серебро имеет очень удивительные качества. Оно убирает любую порчу. Бесы и духи боятся, страшно боятся серебра. Так, если есть голодные духи, которые находятся в помещении, особенно они скрываются там, где вонь. Вот если воняет где-то, нужно найти источник этой вони и на это место или рядом положить серебряную монету, и вонь исчезнет. Почему? Считается, там, где воняет, там находится голодный дух. Голодный дух — это умершее существо. И это умершее существо, оно не может переродиться. Его душа, она не может переродиться, но ткани, которые гниют, эти ткани, они создают такой же запах у этого голодного духа. Поэтому, если дух уже распался, гниения не будет, но он может пахнуть еще и тлением, то есть сырой землей, уже одни кости лежат, а там земля сырая. Там. Последний день полнолуния ложите или кладете черную материю, ставите восковую свечу вечером и со своими слезами, прямо плача, и говорите, глядя на свечу, говорите, ставите свечу прямо в соль или на соль. Насыпаете на черную материю соль, ставите свечу восковую, произносите. Пусть все, кто желает и воздействует на меня магически в виде подкладов, там, вольтов, чего-либо, пусть это все магическое вместе с моими слезами, вместе с моими страданиями, с любыми приворотами и с глазами, пусть все идет в кристалл соли. После чего берете этот кристалл соли, заворачиваете в черную материю, выходите завтра, можно днем выйти, закапываете на перекрестке, можно не на перекрестке, в землю, и сверху ставите маленькую бутылочку, чекушку водки, открытую. Дается. Как ему помочь и как себе помочь. Когда вы будете засыпать, представьте, будто вы видите на своем сердце огромное количество огненных глаз. Эти глаза имеют название, и я когда-то об этом рассказывал на своем семинаре «От порчи из глаза», по-моему, 2-я часть. Если человек при засыпании складывает руки, и при засыпании представляет, будто в своем сердце он видит огненные глаза, хотя бы несколько секунд, если он это представляет, то все зло, которое на человека воздействует на протяжении жизни, будет закончено и отдастся тому человеку, который это сделал с ним.
даже если это кармические. Второе, делать это для себя можно, а также для того человека, который... Тут у вас возмущение чувств. Представьте за своей спиной космос. И это позволит вам комфортно и тепло воспринимать всю остальную информацию. Космос бесконечный, в него уходит вся информация. В случае, если вы хотите изменить отношения и сделать так, чтобы человек начал к вам хорошо относиться, чтобы между вами были теплые отношения, представьте, будто человек солнце, и вы греетесь в его теплых лучах. Таким образом будет подтверждена мантра Савитур. Тат Савитур вариньям барго девася демахидию напрочь даят, что обозначает: пусть в лучах солнца греются все, кто меня обожает, и пусть от лучей моего огненного солнца сгорают все враги. Не забывайте сами периодически становиться солнцем. Пожалуйста, церковную магию, порчи снимать так же, как и кладбищенскую, для того, чтобы что-либо делать в эзотерике, необходимо быть человеком, который знает, что он делает. Для того, чтобы что-то снимать, для того, чтобы как-то работать, вам необходимо пройти мой курс, который называется «Обрядовая магия. Двухдневный мастер-класс». Перейдите на мой сайт, приобретите и медленно под запись в тетрадочке все запишите. Что я там рассказываю, как обводить, что такое круг, что такое ритуальная защита, как обзавестись пентаклем, что такое вообще работа с этими духами, как появляются эти влияния, как На вашей стороне всегда помните. Для того, чтобы правда была на стороне вашей, вы должны игнорировать зло. А игнорировать зло — это быть холодным ко злу. Таким образом, если у вас суд, и это вас возмущает, вы злитесь, ругаетесь, материтесь, всем рассказываете, вы его проиграете. Потому что побеждает тот, кто более хладнокровен. Игнорируйте зло, будьте холодными к злу, не страдайте из-за зла, тогда вы будете всегда в выигрыше. Вот в этом случае вам код поможет. А если вы будете обвинять всех, рассказывать об этом, то вы никогда в жизни ничего не сделаете. Я вообще когда-то говорил: не критикуйте, не ругайте, не обвиняйте, радуйтесь. Таким образом жизнь будет другой. Ну а вы в основном вновь начинаете мне то же самое писать и говорить о том, что в 2000-м заняли кому-то деньги, этот человек послал вас. Мысленно представляете, будто вы из груди достаете чашу, кладете туда данные 6 крючков и произносите следующие слова. Я призываю тех, кто сделал мне порчу. Вы хотели моей боли. Я вам ее отдаю. И представляете, будто эти люди или этот человек лежит на земле с открытым ртом, а у вас в чаше вашей находится кровь или красное вино. Представляете, будто все это растворяется, и выливаете в рот того человека, которого вы представляете, представлять в виде лица определенного, того человека, которого вы знаете, не нужно. И представляете, будто вы выливаете или опрыскиваете этого человека данным вином. Говорите: это моя боль. Представляя, будто вся ваша боль, которая у вас есть, вы ее собрали. Это моя боль, которая возникла за счет невезения, за счет колдовства. Какие мантры лучше всего подходят для повседневной практики? Смотрите, мантра «Ом мани падме хум» поможет вам справиться с эгоизмом. Если человек мучает: ой, не знаю, меня все раздражают, меня все бесит. Читайте «Ом мани падме хум», «Мани падме хум», «Ом мани падме хум», «Мани падме хум», «Мани падме хум». Злитесь на всех, ненавидите, бесят вас всех, раздражаетесь, такой вспыхиваете на всех. Читайте «Ом намах шивая». «Ом намах шивая», «Ом намах шивая». Будьте добрый, как котик. Ом намах шивая, ом намах шивая. Не знаете, что предпринимать, запутались в жизни, вообще не знаете, что делать. Читайте ом гате гате парагате парасам гате бодхи соха. Ом гате гате парагате парасам гате бодхи соха. И эта мантра поможет вам, как откроются глаза, начнете видеть все вокруг, как к вам относятся и так далее. Болеете, там у вас заболевание, можете читать биканза маха, биканза ранза самудгаты соха. Есть люди, у которых просто гиперсконцентрирована плохая энергия, которую они себе понаводили. Хотите, я покажу признаки? Вот в очень тяжелом состоянии люди. Первое. Склонность постоянно смотреть в зеркало.
Если человек склонен все время заглядывать в зеркало, это говорит о том, что у него много либо порчи, либо сглазов. То есть при разговоре постоянно хочется смотреть, постоянно. Не упускают возможности посмотреть в зеркало. Понятно? Второе. Такие люди стараются всегда кого-либо чему-либо учить. Научение. Я не хочу ничего никого учить бесплатно. Заплати, будем учить. Нет, буду слушать только. Я считаю,